Итак, я вас снова приветствую, с вами, как всегда, Назарий. Я надеюсь, вы обо мне еще не успели забыть, потому что я видео не выпускал, я думаю, что около месяца, плюс-минус, не помню, взял себе такой вот небольшой отдых, но, тем не менее, давайте, собственно, приступать к сегодняшнему туториалу. И что сегодня будет за видео? Я нашел, а точнее мне скинули, вот такой вот, собственно, вот такой вот рендер такого вот кристалла, который сделан в блендере. В нем изначально была, конечно же, анимация, но там она такая достаточно простая была, то есть она просто по своей оси на 360 крутилась. Я думаю, что это не настолько интересно, как сама вот эта вот текстура, которая как бы есть на всем вот этом вот кристалле. И я почитал комментарии под этим видео, и там все хотели прям такие туториалы на этот кристалл, но сам автор, вот как я поглядел, он ничего, собственно, не предоставлял, он что-то говорил, что сделает, но я его немножечко опережу. По крайней мере, я попытаюсь сегодня это сделать, потому что будем мы это все пытаться повторить на глаз. Я взял, разбил на составляющие, по сути, вот этот вот кристалл, и у него есть вот такие вот объекты. Это стилизованный кристалл с трещинами всякими, квадратная вот эта вот подставочка, которая снизу, у него есть какое-то кольцо вокруг, и у него есть дымный объект внутри, который, ну, так или иначе, какую-то необычность ему придает. У меня тут были еще некоторые такие небольшие, скажем так, исследования по поводу того, что это может быть за освещение, что это может быть за материал, поэтому, если вам, конечно, интересно почитать вот эти вот мои догадки, вы можете прямо сейчас заскриншотить и, не знаю, может быть, себе взять на заметку, как я работаю с этим. Взять себе на заметку, да. Вот, и сегодня давайте-ка мы начнем делать, собственно, этот сам кристалл, и будем в конце как-то это все сравнивать. И тут я отдельно еще отметил такой момент, то что, ну, мне, по крайней мере, показалось интересным, то что когда у кристалла есть какая-то вот такая вот грань, то на ней должна быть шероховатость. Это я чисто для себя это отметил, но, может быть, вам тоже будет интересен такой вот анализ. И я нашел вот такой вот референс, чисто случайно на ютубе, вспомнил потом об этом кристалле, и да, вот действительно это так, судя по всему, работает. Вот, поэтому, ну, немножечко отошли от темы. Давайте, собственно, начинать это все делать. Итак, первым пунктом у нас будет это создание, собственно, формы самого кристалла, поэтому давайте-ка сцены мы просто все удалим. К сожалению, я вам сейчас свои кнопочки проговаривать... не к сожалению, а к счастью, я буду их проговаривать, потому что у меня сейчас не установлен аддон, собственно, шорткаты, потому что я себе менял компьютер, но я, собственно, вроде бы это и выкладывал, так что не обессудьте, пожалуйста. Поэтому давайте создадим просто куб, который мы изначально удалили, да? Вот, и теперь мы его вот так вот вытянем, может быть, там повыше, может быть, пониже, ну, кому как нравится, собственно. Применяем scale, и нам надо, собственно, позадавать вот такие вот, ну, всякие скосы там и прочие вот, что ли, изменения для нашего, собственно, кубика. Так, я сейчас себе открыл там слева, да, чтобы мне было видно, как вообще это лучше сделать. Но что мы будем делать? Переходим в Edit Mode, Ctrl-Shift-B на Vertex и делаем ему вот такую вот штуку, потом дважды G. Тут вот так вот можем менять, тут дважды G сюда чуть-чуть, потом тут Ctrl-Shift-B, тут, допустим, вот такая вот маленькая совсем, тут она пусть уходит вот так вот в сторону, затем Ctrl-Shift-B, тут, допустим, тоже вот так посильнее сюда, чуть-чуть, вот сюда, я думаю, где-то как-то вот так вот, и тут прям какой-то такой вот маленький совсем прям такой скосик, который будет вот так в обе стороны уходить, как-то вот так вот. И здесь же можно вот снизу, например, сделать такой мощный прям скос. Как-то вот так вот. Тут чуть-чуть совсем. Тут примерно столько же, но давайте его вот так вот вверх приподнимем. Тут как-то что-то наподобие этого же, ну вот, допустим, вот такой вот. Вот, то есть такая вот основная форма для вот этого вот нашего, как это называется-то, я забыл, кристалла. Есть. Конечно же, мы не забываем сохраняться, потому что Blender любит вылетать. И что нам теперь надо дальше с ним вообще-то сделать? Мы будем здесь много использовать всякие там текстурные изображения, которые я, конечно же, закину в свой Telegram, чтобы вы могли их оттуда скачать. Они бесплатные, поэтому те самые правообладатели, вы меня ни к чему не притянете. Вот. Значит, мы, собственно, это вот сделали. Теперь давайте возьмем, накинем Bevel. Сейчас вы все поймете, зачем мы это делаем. Нам надо сейчас много-много детализации сюда накинуть. Я думаю, что после Бевела мы вот так вот уменьшим, во-первых, его влияние. Пусть поострее будет у нас этот куб. И давайте мы возьмем и накинем... Так.
применим bevel, потому что, как я сказал, нужна будет прям большая такая плотненькая детализация. Может быть, получится сейчас multi-resolution прикинуть. А ну-ка, давайте simple. Simple. Так, перехожу в edit мод. Походу, я слишком много симплов накинул, что оно аж прям залагало. Так, Optimal Display вырубаем. И смотрим в edit моде, сколько у нас тут получилось вообще... Так, не в edit моде, давайте в wireframe. Почему оно не показывает? Так, Optimal Display. Вырубаю. Вот, прям это слишком много. А это чересчур много. Давайте 6. Везде ставим 6. Так, Optimal Display вырубаю. Ну, как будто бы этого будет достаточно. Правда, вот тут у нас по углам прям такое вот баснословное количество вот этих вот вещей появилось. Поэтому я возьму-ка это отменю. Хочу bevel взять, чуть-чуть уменьшить на самом деле. Потому что слишком много как-то bevel получится в целом. Нам надо сейчас немножечко соблюсти, ну, скажем так, плотность геометрии, потому что она вот в таких вот ненужных местах, она нам только все испортит. Так, bevel 5 слишком много, давайте я добавлю 2. Вот, 2 bevel, да. Так, и добавляем мультирезолюшена. Сразу же мы уже знаем то, что 6 нам будет достаточно. Ой, так, simple, да, извиняйте. 6 раз нажимаем, собственно, здесь simple. Ну вот. Ну и теперь можно, в принципе, взять. Optimal Display вырубаем, смотрим. Да, ну по идее, скорее всего, вот такого нам хватит прям с головой. Должно, по крайней мере, хватить. Вот тут, конечно, мне не сильно нравится, но что поделаешь. Пока что будем работать с этим. Так, теперь мы переходим в Sculpt мод. И нам надо взять, во-первых, так, кисточку, которая называется Scrape. И просто с помощью этой кисточки вот так вот попроходиться по некоторым местам здесь, чтобы просто вот эти наши скосы, которые мы сделали, они были, ну, чуть больше органичными. Чуть более. Вот. Тут вот так, вот так. Делаем вот такие вот переходы всякие интересные. Главное, сильно не мурыжим вот эту вот плоскость. Буквально как-то чуть-чуть ее можем там видоизменять, делать ее, ну, чуть более такой вот органичной. Так, допустим, вот так вот. Тут вот так вот. Чуть-чуть сюда перейдем. Чуть-чуть слижем вот этот вот угол. Чуть-чуть вот здесь. Так, тут я бы вот так сделал. Тут я бы вот так, собственно, сделал. Так. Надо тут немножечко пройтись, немножечко вот здесь пройтись. Создаем пока что вот такой вот стилизованный, скажем так, камушек, который в дальнейшем очень хорошо себя покажет. Можно взять, конечно же, еще G нажать, взять чуть-чуть там вот эту сторону подтянуть. Даже не так, давайте вот эту сторону немножко вниз. Вот тут чуть-чуть приподнимем. Вот так немножечко форму погнем, чтобы она казалась, ну, таким более натуральным. Ну и вроде бы вот такая вот неплохая вполне себе форма получилась. В Object Mode мы перешли. Так, сравниваем, что у нас тут вообще изменилось по топологии. Можно еще взять, кстати, так, Shade Smooth. Давайте еще в Sculpt моде я бы хотел, смотрите-ка, мы берем кисточку, называется Draw, вот это самая первая. Мы переходим в текстуру, создаем новую текстуру. Image or Movie у нас уже есть. Мне, кстати, интересно, что за Movie может быть в скульптинге, но, наверное, никакого не может быть Movie. Так, нажимаем Open, и текстуры, которые я буду применять, я их приложил. Вы там просто смотрите, какая текстура, собственно, работает, и ею пользуйтесь. Ну, я нашел вот какую-то такую текстуру. Ну, вы можете найти что-то вообще получше, если хотите. Так, и нам надо Displace. Сейчас я вот найду. Так, Gloss. Specular. Displace. Может быть, вот это? А, стоп, я ее только что смотрел. Вот, Displacement. Вот, и давайте Shift-F нажмем, чтобы усилить эту кисточку. И, как вы видите, у нас есть вот такие вот штуки. Конечно же, я бы хотел чуть больше детализации. Поэтому я Shift-D нажму, скопирую. Сюда накину Remesh. Ой, не то сделал. Так, Remesh накину, хочу больше детализации сделать, чтобы покачественнее была вся вот эта вот штука. Так, где она? Remesh. Ставлю, воксель оставляю, он мне больше всего нравится. И вот так с зажатым шифтом потихонечку вниз. Так, вниз ведь, да? Или вверх? Немножко их путаю. Да, вниз. Вниз уменьшаем density.
вот этой всей истории. Уменьшаем, уменьшаем. Можно даже взять 0,01, допустим. Вот. Вполне себе, как мне кажется, будет достаточно этой плотности. Да, это даже чересчур, но мы сейчас это все оптимизируем. Вы смотрите там по ресурсам своего, собственно, компьютера, как это вообще у вас работает. Давайте попробуем порисовать. Ну, как вы видите, вот прям намного стало больше это самая плотность пикселей, и оно теперь работает лучше. Можно уменьшить силу, чтобы какие-то такие более плавные переходы поделать. Давайте чуть-чуть подобавляем местами детализации. Вот, допустим, вот тут, как я уже говорил, на таких вот скосах у нас есть дополнительная шероховатость. Так, вот такое вот наслаивание делаем, и оно, по идее, плюс-минус нормально смотрится. Так, вот так вот. Вот так вот уменьшаем. Можно чуть-чуть сюда бахнуть. Главное не перестараться. Нам нужна на самом деле будет еще местами, ну, скажем так, гладкость. Она должна хорошо делать именно преломление, если это стекло. Так, и в принципе вот этого хватит, но я бы еще взял вот этот вот, где он? Скрейп. И с ним бы еще вот так вот попроходился, потому что, смотрите, мы когда это сделали, у нас как бы само вдавливание осталось, но при этом оно стало сверху таким прям, ну, сглаженным, как будто бы там ножом срезали слой, и это прям очень показательно в плане камня, потому что если мы ровно стесываем камень, то внутри какие-то такие вот шероховатости или надломы, да, они остаются, скажем так, на месте, но вот эта вот срезанность, которую мы как будто бы механически сделали, она хорошо себя показывает. То есть, ну, я думаю, вы вот видите, о чем я говорю, то, что у нас, по сути, как бы есть вот эта вот канава, но она сверху плоская, как будто бы ее взяли, стесали чем-то. То есть это прям сильно прибавляет к реалистичности, на мой взгляд, ну, по отношению к камню. Так, давайте как-то добавлять вот какую-то такую вот форму, какую-то классненькую делать. Так, ну и в принципе, вот тут чуть-чуть размажу. Так, ну и в принципе вот такой вот кристалл у нас получился, он себя намного лучше проявит еще, когда мы, собственно, начнем с ним работать. Вообще, можно сейчас, на данный момент... Ты что, я постоянно на эту текстуру нажимаю? Можно сейчас взять и добавить ему... Где он? Decimate? Decimate, чтобы ему взять, понизить топологию, оставить такие самые важные участки. Давайте 0,3 для начала сделаем. Посмотрим, как оно отработает. Все, детализация у нас особо не поменялась, но при этом мы очень сильно понизили прям количество полигончиков. Давайте на 0,1 глянем. Все, опять то же самое. Поэтому я применяю на 0,1. Смотрю, как оно вообще у меня тут отработало сейчас. Так, Ctrl-S, Z, Wireframe. Ну и как видите, вот оно в некоторых местах изменило, скажем так, в лучшую сторону именно количество треугольников. Так, хорошо, это у нас есть. Теперь мы делаем, собственно, подставку под эту всю историю. Как она делается? Делается она вполне себе просто, но даже с такой простой штукой можно, на самом деле, все запороть. Я буду ее делать из такого вот плейна, Ctrl-A, Scale, потому что я его только что заскейлил, и мне надо ему накинуть сабдивайдов. Ну вот, думаю, несколько штук хватит, чтобы ему просто поэкструдить это все. Ну, так неплохо. Но вроде бы вот этого должно быть достаточно. Так, смотрите, теперь делаем просто экструд вверх. Ну, плюс-минус на ту высоту, которая нам интересна. Можно взять, перейти в Isolation Mode, нажав слэш на клавиатуре. Вид сверху. Вот эту часть я удаляю. Вот эту часть я удаляю. Я добавляю ему зеркало. Потому что я хочу продублировать. Ставим клиппинг обязательно. Он почему-то вверх ногами. Стоп. Топ. Почему я вверх ногами? Почему я вверх ногами это делал? Так, переворачиваем все. Делаем переворот. Поднимаем вот так вот этот наш могильный камень. И делаем ему, собственно, нормальный нужный экструд. Так, сейчас я прикину плюс-минус, как это лучше сделать. Давайте вот так вот экструдим вот эту часть. Вот тут мы возьмем, примагнитим к вертексам. GY, Ctrl и наводим вот сюда. И тут то же самое. GY, ой, GX, Ctrl и магнитим вот сюда. Вот и такая вот подставка у нас, собственно, получилась. Давайте ее немножечко по форме подтянем, чтобы она тут не упиралась. То есть вот так вот как-то. Ctrl-A Scale.
Ну, там камень плюс-минус стоит. Вот. Где-то что-то вот плюс-минус, я думаю, вот такое. Его, конечно, можно было потоньше сделать вообще-то. Давайте его немножечко буквально потоньше сделаем, эту подставку. Ну, я думаю, как-то тут вот так вот. Я буду это делать на глаз. Так что можете плеваться. Да, так, Ctrl-A, Scale, то же самое. Накидываем ему, во-первых, применяем зеркало. Во-вторых, накидываем на него bevel. И да, выделяем все. Нажимаем A, M, by distance. И оно там слило некоторые точки, которые были слишком близко. Так, еще раз. By distance. И так, я вот тут что-то далеко увел. Так, и тут bevel мы понижаем ему, ну, то, как он отыгрывает. Мне вообще нравится, когда такой рубленый угол здесь появляется, потому что у нас на камне тоже рубленые углы, поэтому я его вот это оставляю, но при этом я дублирую и уменьшаю еще силу, вот так вот. Но накидываю еще сегментов и Shade Auto Smooth. Вот, такой вот у нас, такая вот подставка получается. Можно еще взять, так, Weighted Normal накинуть, и теперь у нас нету вот этой вот штуки, смотрите, вот этой вот. Видите? Ну вот, у нас ее теперь нету. Так, далее. Далее, что мы делаем? Есть подставка, добавляем круг. Так, тут... Да, сразу заметил. Alt-N, Flip. Это вот здесь вот включается. Так, вот Face Orientation и Alt-N, Flip. Выделяете все, Alt-N, Flip, да. Так, далее мы делаем Circle с 10 сегментами и увеличиваем его. Где-то вот таким вот образом. Делаем Extrude. Ну, на какую нам угодно, на самом деле, высоту. Можно чуть пониже. Ctrl-A, Scale. Накидываем ему Solidify-чика. Давайте его куда-то сюда вот так вот пустим. Even Thickness, чтобы оно везде было одинаковым по толщине. Так, и вот этот вот Solidify, я его, собственно, применю, потому что мне там надо будет вот эта вот сторона, потом там, чтобы добавлять эти самые свечения всякие разные. Хорошо, это у нас есть. Теперь нам надо взять и добавить волюма, который у нас будет, собственно, внутри находиться вот этого вот кристалла. Потом к свету мы перейдем, так что не переживайте. Что мы делаем? Мы, во-первых, создаем форму, которая у нас станет этим волюмом в будущем. Это может быть на самом деле что угодно. Давайте используем, допустим, цилиндр. Почему бы и нет? На цилиндр я бы хотел только накинуть bevel, во-первых. Сейчас я объясню зачем. И накинуть subdivision. Давайте Shade Smooth. Его уменьшим, чтобы он как-то не вылезал. И теперь мы создаем empty, так, volume, empty. Вот он. Его вроде как можно куда угодно переместить. Он, в принципе, там остается на месте вот этого объекта. Затем мы делаем... Получается generate mesh to volume. Это мы сейчас все на volume делаем, если что, который я только что создал. Затем пипетим наш основной объект. Вот так, ляпс. И вот этот вот цилиндр, мы его можем скрыть уже. И как вы видите, теперь вот этот volume, он начинает повторять форму. Но чтобы лучше ее повторить, нам надо добавить большую вот этот voxel amount. Тут он как-то его так себе повторяет, вот честное слово. Ну, может быть... Ну да, нет, нормально повторяет. Вот просто сверху это лучше заметно. Вот, теперь нам надо взять и сделать, собственно, так. Deform, Volume Displace. Создаем новую текстуру. И давайте-ка мы эту новую текстуру, вот она уже тут открылась, выбираем Clouds. Как видите, уже создалось такое вот облако. Мы можем взять, поставить силу, например, 10, чтобы density... Так, я сейчас совершил ошибку. Не совершайте ее. С волюмом такие лучше большие цифры не ставить, большие числа. Вот, потому что я когда-то так поставил, и оно у меня просто все зависло. Вот, поэтому я сейчас... Так, оно отвисло, много ждать не пришлось. Там, в общем, с десятки я поставил на единицу. То есть вот такой вот дымок у нас получается. Я хотел вот здесь density изменить скорее. Можно поставить вот на 10, чтобы дым был такой более... отчетливый. И что мы можем сделать? Зачем мы на цилиндры вообще добавляли сюда сегменты? Потому что цилиндры можно теперь взять и согнуть. Давайте-ка применим вот это все. И затем переходим в Deform, Simple Deform. Ну и, допустим, выберем какую-то штуку, которая нам интересна. Допустим, вот эту вот.
Нет, это хреново, потому что тут не хватает сегментов. Можем попробовать вот здесь добавить. Ctrl-B. Вот так, допустим. И возьмем в твисте. Ну, допустим, вот эту оставим. Почему бы и нет? А ну-ка, глянем. Ну, дым такой вот какой-то немножко придурковатый получился, но пусть будет. Пойдем с этим. Вот, и, собственно, вы можете менять основную форму, при этом будет меняться именно дым. Так, и, кстати, я заметил то, что надо взять, скопировать на вот этот модификатор вот этот вот. Ну, то есть на вот этот объект модификатора с вот этого вот. Чтобы его скопировать, мы вот так вот выделяем один, затем второй. Ctrl-L. Copy modifiers. Вот, теперь оно скопировалось. Вот такая вот у нас красивая грань, похожая на вот эту получилась. Так, когда мы создали вот этот вот дым, что бы я хотел сделать еще? Я бы хотел взять и добавить UV-сферу. Вот так вот. На UV-сферу я хотел бы накинуть всего лишь один Subdivision. Shade Smooth. И хотел бы ее взять вот так вот, просто Shift-D. Покопировать с места на место, потому что внутри нашего кристалла должны быть, ну, так или иначе, какие-то пузырьки. Конечно, можно это все симулировать, но спрашивается, нахрена, если можно взять это все вот так вот, расставить и не тратить время драгоценное на то, чтобы попытаться добиться там каких-то результатов симуляций. Ну, само собой, для адекватного результата, конечно же, для более интересного результата я все-таки рекомендую использовать именно симуляцию, но сейчас она не нужна. Вот прям-таки не нужна. Вот, пока что вот этого хватит. И, кстати, да, что-то я вот сразу ступил. Давайте все Ctrl-J в одну форму. Все, в одну форму мы все это слили. Так, кстати, давайте возьмем и приподнимем вот этот вот объект на высоту вот этой вот штуки. Хорошо, давайте Alt-H, чтобы... Так, тут, подождите, тут старый у нас вот этот куб появился. Вот, так, цилиндр мы тоже прячем. Все, и у нас теперь есть вот этот вот, получается, кристалл, который, кстати, тоже надо поднять. Вот, есть кристалл, есть подставка, по сути, есть вот все основные объекты. Теперь нам надо взять, создать камеру. Давайте мы ее, собственно, и создадим. Вид спереди, потом оттаскиваем вот так вот сбоку. И можно вот так вот чуть-чуть наклонить, чтобы мы немножко сверху на него смотрели. Думаю, где-то вот так вот. Давайте сделаем ему вертикальный вид. Кстати, сразу поставлю Cycles и GPU. Это очень важно. Давайте 1600 на 1000... Давайте наоборот, 1200 на 1600. Вот. Затем мы возьмем Focal Length, увеличим, вместо того, чтобы физически приближать, потому что я не хочу сильно большую перспективу. Вот это кольцо можно уменьшить. Ctrl-A, Scale. Давайте еще вот так вот. И что мы имеем? Мы вообще можем теперь взять, сделать какой-то один empty объект. Куб, допустим, вот такой вот. Взять, все вот это вот выделить. Вот это вот. Ctrl-P, Object. И давайте-ка возьмем вот под вот таким вот, допустим, углом это все повернем. Просто, чтобы это было поинтереснее немножко. Так, далее. У нас основной источник света это будет HDRI-карта. Это прям будет такой основной источник света. Shader Editor. Давайте World. Так, вот тут оттаскиваем, Ctrl-B, выделяем всю вот эту вот область, потому что все, что помимо нее, нам как-то особо-то и не нужно. Подождите, давай. Ладно, там, походу, цвет сливается. Ну и, кстати, я еще бы хотел усилить 140 GZZ назад, чтобы просто еще меньше перспективы было. Так, теперь нажимаем Ctrl-T. Это аддон Node Wrangler, но я думаю, что вы уже это знаете. Вот иначе бы вы, скорее всего, не смотрели это видео до этой минуты, потому что я уже много чего такого страшного показал, что не использует шорткаты. Не шорткаты, эти хоткеи. Да, на экране. Вот, поэтому, да, извиняйте, если что. Пока что у меня нету этого аддона. Так, что мы делаем? Мы добавляем HDRI-карту, которую я, соответственно, тоже беру и добавляю себе в Telegram-канал, потому что мне не хочется загружать Google Диск, потому что там место не бесконечное, да это не так удобно, не так быстро, ну и плюс мне будет бонусом к тому, что вы, возможно, теоретически, может быть, подпишетесь. Не то, чтобы я часто как-то что-то постил в Telegram, но там людей вроде много, значит, видимо, что-то интересное да находит. Давайте в ресурсы, HDRI, студия.
И, собственно, ну это мой набор, у вас-то будет одна HDRI-ка. Так, и она, собственно, вот так вот называется. HDR Light Studio, что-то там 17. Так, теперь что мы делаем? Нам надо бы отделить вообще вот эту HDRI-ку, чтобы ее не было на фоне. Мы делаем Mix Shader, RGB, полностью черный ставим, в Color соединяем, Light Pass и подключаем камера Ray самая верхняя. Теперь у нас как бы работает HDRI, но при этом мы видим черный фон, собственно, что нам и надо. Силу, ну не знаю, может быть пока что останется 0.7. 0.7, вот допустим вот так, чтобы не прям сильно таки светило. И я хочу перейти в Color Management, поставить AGX, Medium High Contrast, или даже High Contrast. Давайте High Contrast. Так, и в кривых вот здесь вот чуть-чуть вот так вот вниз потянуть. Это такой вполне неплохой уже камень получается. Конечно, немножечко местами смазанный, но это дело такое там, если хотите, сделайте получше. Так, тут я хотел бы, кстати, сделать еще вот так вот. Верхнюю часть чуть-чуть повыше. Ctrl-A Scale, чтобы она просто такой мелочной не было. Так, хорошо. Что мы делаем, собственно, теперь? Пока что вот такой вот у нас свет есть. Его надо еще, кстати, повернуть по оси Z на 300. Так. Вот таким вот образом. Далее. Есть у нас, будет, точнее, один источник света Area Light. Вот это действительно будет один источник света вот с точки зрения стандартных ассетов. Это не ассетов, а этих инструментов. Это будет вот такой вот один Area Light, который будет подсвечивать вот эту вот переднюю часть вот этих вот вещей. Потому что пока что непонятно там с черным материалом будет ли оно видно. Ну давайте пока что предварительно накинем какую-то черную такую текстуру. Вот сюда. Потому что она такая, она должна быть темненькая прям. И сюда же. Вот я беру вот этот объект, потом вот этот, Ctrl-L. Link материал. И, кстати, да, пока я не забыл, смотрите, мы выделяем все вот эти вот объекты A, U, Smart UV Project. Потому что нам потом надо будет работать с текстурами. Не с текстурами, а вот, ну, с текстурами-то, по сути, там roughness и прочие вот эти вот. Поэтому нам так или иначе это понадобится. Вот, так, тут она подсвечивает, но, по-моему, пока что я не вижу особо в этом необходимости, как будто бы. Давайте, может быть, если силу чуть-чуть подубавить, 0.6. Ну окей, пока это не то, чтобы сильно надо было, а ну-ка удалю. Да, давайте пока что без этого источника света. Так, что я делаю, собственно, дальше? Так, я вообще сначала сверюсь. Талия это HDRI-ка. Так, Free, HDRI, Design 17, да. Хорошо, давайте, собственно, двигаться дальше и начинать делать сам кристалл. Я думаю, что вы прям именно этого и ждали в основном. Берем наш кристалл, создаем новый материал. Давайте как-то постепенно пытаться по нему проходить, потому что материал такой не самый сложный, не самый легкий. Во-первых, я беру ему какой-то базовый цвет, накидываю. Такой прям легенький, пастельный, розовенький или, может быть, синенький. Вот что-то такое. Пока что пусть будет что-то такое. Затем надо начинать накидывать, собственно, текстуры. Нажимаю Ctrl-T, Open. Так, и тут у нас так, текстура. По-моему, вот это вот, если я не ошибаюсь. Вот эта вот текстурка, которая вот с такими вот трещинками. Запоминайте, как она выглядит, чтобы понимать, что сюда применять. Просто у нее такое какое-то дебильное название. SCB, DBC, ну, в общем, я думаю, разберетесь. И мы подключаем это в Roughness. Потом это себя лучше проявит, когда мы будем вообще, собственно, использовать стекло. Добавляем Color рампу. Кстати, да, такой момент. Она синяя, потому что это, как я понял, Metallic Roughness, вот MR. Оно содержит в себе информацию для Metallic и для Roughness. Нам только Roughness нужен. Может быть, его можно как-то получше отделить. Я просто не сильно в этом именно что разбираюсь. По крайней мере, я давно не работал с такими текстурами, вот поэтому я просто через Color рампу подключаю в Roughness, и все. Вот. И тут мы возьмем вот так вот, сделаем. Оно тут пока что такое глянцевое, но нам, собственно, глянец и нужен, потому что это будет как бы стекло. Transmission мы выкручиваем. И пока что выглядит это ужасно. Это действительно выглядит ужасно. Но мы постепенно это сейчас будем дорабатывать. И мы ставим IR 1.26.
Давайте 1.26. Кстати, там внутри уже видны вот эти наши пузырьки, которые мы как бы начали делать. Тут мы сразу вместо черного ставим, ну, какой-то такой сероватый, но где-то плюс-минус вот такой вот. Так. Давайте как-то вот так, что ли, сделаем. Отрегулируем немножечко. Так, хорошо. Потом все эти преломления мы, конечно же, увидим, когда мы добавим еще одни такие секретные наши источники света, о которых я скажу чуть позже. Давайте возьмем вот это вот Shift-D, сдублируем. Затем добавляем Bump, ноду Bump. Color к высоте. Обязательно к высоте. И подключаем в Normal. К слову, тут уже видны вот эти вот царапины, но нам просто царапины не нужны, поэтому мы меняем это все на другую текстуру, которая выглядит... Так, выглядит она вот так. Вот это вообще, я так понял, оконные потеки, но оно просто так хорошо работало, что мне прям это понравилось. Так, можно, кстати, взять... Так. Так. Можно взять и вот эту штуку попробовать еще крутануть. Вообще просто так посмотреть, как оно отрабатывает. Ну вот видно, что местами бамп работает. Вот эти вот точки, они видны. Давайте как-то... Я пока что вот так вот оставлю, допустим. И мы чуть-чуть позже с этим разберемся. Так, сразу же я бы ему взял силу, понизил до... Вот тут, кстати, вот так вот я сделаю. И я думаю, что вот так вот. Чтобы оно... Вот как видите, у нас чуть больше деталей теперь проявилось. Теперь силу я ему поставлю на 0.4 пока что. Пусть будет пока что 0.4. И я бы хотел взять... Color рампу дублирую. Тут подтягиваю. Emission открываю. Добавляю геометрию. Geometry. Нода Geometry называется. Если мы Pointness сюда подключим. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши на Color рампу. И будем вот так вот елозить вот этот ползунок. Мы увидим, собственно, как подсвечиваются наши края. То есть это делается процедурно, поэтому это вот такой прям лайфхак классный, как добавляется, что ли, какой-то красивости на объект. То есть мы вот так вот сделали. Мы вот тут возьмем вот так вот, выберем не совсем черный, потому что мы сейчас будем чуть-чуть подсвечивать саму нашу, вот эту вот, сам наш объект. И подключаем это все в силу. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши на Principal BSDF. И Color выбираем, ну, какой мы там хотим. Допустим, вот какой-то вот такой вот. Тут только надо иметь в виду, что если у нас геометрия, она какая-то такая соплявая, вот как здесь это, то оно, собственно, так сопляво и будет это все прям подсвечивать. Поэтому тут надо прям хорошенько так над этим сидеть. Допустим, вот так вот, тут вместо белого пусть будет чуть-чуть вот такое, чтобы оно прям, вот эти просто края, оно не сильно прям его подсвечивало. Но я думаю, вы с этим разберетесь. То есть, когда мы регулируем черный цвет, так, стоп, черный цвет, то чем черный становится светлее, тем светлее сам наш кристалл, потому что он как бы тоже начинает подсвечиваться чуть-чуть. То есть нам эта подсветка нужна буквально чуть-чуть, чтобы сделать сам кристалл более ярким. Вот, теперь нам надо взять и как бы такую хитрость совершить, а как сделать те самые вот эти вот блики, которые у нас здесь есть, а делаются они очень таки интересно. Мы добавляем несколько картиночек. Вот image, mesh plane. Допустим, вот это вот мы добавляем картиночку. Так, сейчас, секундочку буквально. Мне надо понимать, куда их там закидывать. Вот, то есть мы взяли вот эту вот картиночку. И давайте ее доделаем немножечко. Что мы сделаем? Мы перейдем в emission. И color подключим к color. И силу поставим 2. Просто вот так вот 2. Затем мы там как угодно вообще ее крутим. Как нам это нравится. Допустим, как-то вот так вот. Увеличиваем, вот так вот ее там как-то докручиваем, как мы этого хотим. Допустим, растянем ее по иксу как-то вот так вот. Чуть-чуть я ее вот так вот, конечно, крутану нормально. Немножечко сюда назад засуну. Найду ей нормальное положение. Допустим, вот такой вот. И переходим вот сюда. Вот в эту вкладочку желтенькую. Visibility. И камера мы выключаем. И все. Смотрите, какой у нас появляется эффект, собственно, на этом стекле. То есть, вот. И, к слову, что относительно самого стекла, там у нас черное пятно внутри, это тот наш дым, который нам надо еще будет доделать. Мы выключаем сразу Shadow, потому что эта тень, она темнит вот этот вот кристалл. То есть, если мы сейчас включим Shadow обратно,
Оп, он сразу черный стал, значит, нам тень не нужна. Кстати, я включу denoise, чтобы это просто было чуть поотчетливее. Так, и тут можно взять, в принципе, я бы хотел сделать как? Я бы хотел сделать так, чтобы вот эти вот scratch, вот этот вот наш, он был чуть более отчетливым. Поэтому я чуть-чуть увеличу его. Вот здесь вот. Может быть, чуть-чуть вот так как-то поперемещаю. Так, и давайте вот тут немножечко вот так, чтобы увеличить количество деталей. Вот так смотрю. И вот здесь теперь уже начинают виднеться вот эти вот наши, собственно, штуки, которые, ну, в рафнесе, да. Вот, давайте возьмем, кстати, сразу же. Я хочу вот этот цилиндр, который мы спрятали. Я хочу его, во-первых, поднять вверх. Во-вторых, по оси Z вот так вот растянуть. Ну вот что-то такое сделать. Теперь опять скрываю. И дым у нас теперь там внутри огромный. То есть мы сейчас пытаемся добавлять, собственно, этот дым. Давайте теперь добавим еще одно изображение, meshplane, вторую картиночку, которую мы, соответственно, делаем все то же самое. Мы берем, подключаем к эмишену силу, не силу, к этому колору, да, а силу мы делаем, допустим, 3000. Оттягиваем куда-то там назад, вот так вот там увеличиваем. Вот. И имейте в виду, если картинка с этой стороны, она отсвечивает на эту сторону. То есть, чтобы вы плюс-минус понимали, как вообще, ну, этим руководствоваться. Давайте ее немножко вниз запустим. Так, можно силу чуть-чуть уменьшить. Там, чем меньше сила, тем больше насыщенности, да. Ну, то есть, тем меньше засветов будет именно на самом вот этом вот объекте. Можно взять еще, добавить, я думаю, что... чуть-чуть более сюда. Вот так вот серенького, чтобы чуть более размытым это стекло было. Так, теперь давайте вот здесь вот подсветку изнутри тоже сделаем чуть-чуть, буквально побольше. Тут посветлее. Так, хорошо. Можно чуть-чуть сделать другой оттеночек у этого кристалла. Допустим, вот такой вот. Теперь давайте займемся, собственно, вот этим дымом внутри, потому что он какой-то такой сейчас безалаберный. Во-первых, я бы ему взял... так, density пусть будет таким, но силу в текстуре, силу бы, или не силу, а size, я бы чуть-чуть увеличил. Так, давайте я изолирую. Так, подзависло. Блендер. Ну давай, без этого, пожалуйста, я тебя умоляю. Я всего лишь хочу на материал превью перейти. Ты даже в рендер так не лагаешь, когда я захожу. Я тебя прошу. Compiling Eevee Engine Shaders. Я не хочу Eevee Engine Shaders. В общем, я ставлю на паузу и возвращаюсь. Так, оно отлагало. И, видимо, оно с помощью Eevee сейчас рисует вот этот дым. В общем, давайте size подбирать. Плюс-минус нормальный. Давайте вот как-то... Вот что-то такое. Я думаю, будет в самый раз. Теперь мы переходим в материалы для вот этого дыма. Principal Volume, он уже создается сюда, но нам надо создать noise текстуру. Создать color рампу. И фактор подключаем к фактору. Color к color. Теперь что мы делаем? Смотрите, здесь мы ставим, во-первых, какой-то цвет. Допустим, вот такой вот. Потом ставим другой какой-то цвет, допустим, вот такой вот, такой вот. И теперь мы добавляем один point light внутрь. Пусть он там изнутри подсвечивает. Density, кстати, надо бы уменьшить до 5. Так, point light. Я его захватить не могу, давайте, ладно, потом с ними разберемся. Нам надо взять scale для нойза. Так, scale для нойза уменьшить. Вот я думаю, тут плюс-минус видно, какой он сейчас. Даже не уменьшить, скорее увеличить. Хотя давайте так поиграем. Так, нам надо бы сделать это все более светлым. Чуть-чуть вот здесь density я понижу. Так. Давайте в рендер перейду. Немножечко плохо считывается эта штука. Давайте я кристалл скрою, чтобы лучше было видно. Пусть оно его как-то... Этот Area Light, это возьму Area Light, сделаю. Пусть лучше он его подсвечивает.
И тут можно, кстати, сразу поставить какой-то, опять же таки, цвет, еще один, ну, который будет его чуть подкрашивать, потому что это всегда проблема именно что с дымом. Сейчас немножко тяжело ориентироваться именно с, собственно, с этой точки зрения. Так, давайте тут поменяем на какой-то, возможно, синеватый. Вот, и оно стало его чуть лучше подсвечивать. И, кстати, сразу же вот этим штукам мы делаем материал новый. Transmission выкручиваем на максимум. Roughness ставим. Вот такой достаточно маленький. Их чуть приподнимаем. Вот, да и в принципе им больше ничего и не надо. Так, затем мы проявляем назад Alt-H. Так, Alt-H. Но вот эту штуку я уже удалю, потому что она нам уже не нужна. Так, опять появилась эта сфера внутри. А не сфера, а цилиндр, точнее. Вот, теперь у нас этот дым очень хорошо, в принципе, изнутри проглядывается. Ну и, кстати, сам кристалл, он стал таким более, не знаю, более четким в плане деталей. Давайте мы ему возьмем, попробуем силу, во-первых, увеличить чуть-чуть. Вот этих вот штук. Затем мы ему меньше свечения на края дадим. Вот, и я думаю, что... Чуть больше размытия. Чуть-чуть буквально. Как-то вот так вот. И IOR можно попробовать 1.3. Вот. Так, и в принципе, вот эту штуку тоже мы скрываем. Пока что оно не готово. Пока что не готово, не переживайте. Нам что надо сделать? Я бы, во-первых, сделал еще как. Я скопирую вот эти вот все вещи. Ctrl-C и повставляю вот в эти объекты. Давайте к roughness. Так, назад. К roughness и к нормалям. Вот. Тут у нас, в принципе, тоже какая-никакая детализация начинает появляться, но нам не нужна прям такая глянцевость. Поэтому мы здесь roughness поднимаем. Пусть это будет чуть более камень, да? И можно ему даже металлика там какого-то накинуть вот сюда. Что-то типа такого можно... Бамп только понизить. Как-то вот так вот. Давайте серым возьму, чтобы просто глянуть, как оно работает. Угу. Как оно отрисовывает. Так, и там еще был на референсе такой момент. То, что там подсвечивались изнутри вот этих вот штук. Получается, был свет определенный. Поэтому я выделяю вот эти вот грани внутри. Добавляю новый материал. New, Assign. И в Emission ставлю... Допустим, 2, чтобы оно вот так вот подсвечивало его. Вот. Так, хорошо. Что еще? Давайте просто... По сути, весь вот этот вот... Вся вот эта вот красота, вот этих вот цветов, она зависит от того, как вы вообще разместили эти изображения, как вы вообще повернули данный объект. То есть, если я там возьму вот так, сделаю, допустим, как-то... Поразмещаю, поищу что-то. Допустим, тут продублирую, вставлю сюда. Допустим, даже не эту картинку, а давайте вот эту соседнюю. Как-то поищу, покручу вот это вот место, где оно начинает вот падать на вот эту сторону. Давайте, может быть, как-то вот так вот. Может быть, с этой стороны. Но что-то пока что оно как-то нигде не появляется, к моему удивлению. Не могу понять, почему. Допустим, вот как-то так. Просто размещаем его. Но зато с этой стороны, с левой, хорошо прям проявляется. Давайте вот сюда. Так. Так, тут я бы еще, кстати, взял вместо вот этого прям белого, чуть-чуть серее сделал, чтобы не было прям четких таких белых грязных пятен. Может быть, как-то чуть-чуть спереди, чуть-чуть сверху. Так, ладно, что-то оно... Вот этот почему-то источник не сильно работает. Так, я вот этот увеличил. И получается, если мы сейчас возьмем, допустим, наш кристалл, будем крутить, то у него, собственно, ну, будет сохраняться вот эта вот, скажем так, детализация. Кстати, так, это вот источник света, который внутри, он должен быть внутри. Почему-то он был не внутри. Давайте ему силу чуть-чуть поменьше, 20 поставлю. Допустим. И пусть он будет не синим, а таким вот розоватым.
Даже каким-то вот... Хотя... Пытаемся, в общем, подобрать нормальный ему цвет. Что-то вот такое. И сюда же его Ctrl-P. Object. Так, и тут можно поставить не такой мутный, а чуть более прозрачный. Какой-то вот такой вот. Так, давайте я вот здесь вот еще поиграюсь с вот этой вот штукой. Скейл ему можно чуть-чуть увеличить. Можно попробовать разные цвета какие-то. Допустим, вот... Нет, это хреновый какой-то. Допустим, вот такой вот. Можно чуть density понизить. Так, а если вот здесь повысить? Не знаю, один или нет, это density, но... Что поделаешь? Так, scale все-таки 9 это слишком много. 3. Ну вот, пусть будет 3. Так, тут окей. Возьму сюда, продублирую. Чуть-чуть наперед. Чуть-чуть вот сюда вот. Хотя, может быть, получится пересвет на самом деле. Так, можно взять, попробовать, что сделать. Как будто бы очень много прям деталей. Поэтому силу я уменьшаю. Где-то вот так вот. Плюс-минус где-то так. Так, смотрю. Да, это вот эта штука создает прям столько шероховатости. Можно тут вот чуть-чуть вот так сделать. Ну и, в общем, да, вот это вот, по сути, основное такое вот заигрывание, что ли, с материалами. Можно, конечно, еще взять, сделать... как? Можно взять, сделать Area Light, который будет из-под низу так светить. Ну, так как это подставка, так или иначе, то она может подсвечиваться вообще-то изнутри. Давайте Ctrl-C, Copy Rotation. Так, вот. Увеличиваю Scale. Там, допустим, как-то приподнимаю. Ну и 180 вот так вот поворачиваю, чтобы оно вверх светило. Так, GZ. Допустим, даже как-то... Не знаю, вот так вот. Увеличиваю чуть-чуть силу. Но это, правда, вот прям не обязательно, потому что оно, я вижу, что оно не сильно хорошо стало после этого смотреться. Конечно же, вы можете брать и играться там с дополнительными источниками света, там такими как Area Light какой-то, который там будет где-то подсвечивать какие-то там детали, или же вы можете взять, попробовать накинуть дисперсию, которую я как-то снимал, вот. Я, кстати, этого не пробовал, надо будет попробовать, конечно же. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы оно его немножечко так прошивало светом. Допустим, что-то вот такое вот, и возьму, тут крутану. Посмотрю вообще, как это работает. Ну, в общем, оно вот по-разному работает с разных ракурсов, с разными расположениями, собственно, этого объекта. Можно его чуть более насыщенным сделать. Попробовать вообще в целом по-разному. Поприменять вот эту вот штуку подальше, там поближе. То есть вот тут ближе, там оно вообще уже меняет это все. Вот, так, давайте вот так вот крутану. Как-то какой-то ракурс такой более-менее симпатичный выберу. Допустим, пусть будет вот такой вот. Так, нажимаю сейчас рендер, только поставлю сэмплы, допустим, 256. Вот. Так, ну и в принципе... Ой, не F11, а F12. Давайте просто глянем, что у нас под конец вот здесь вот выйдет. И просто закрепим результат того, что получилось. Ну, немножечко оно долго рендерит на самом деле, но это потому что тут куча всякой вот ерунды намешана, там всякие дисплейсменты, точнее не дисплейсменты, а эти всякие бампы, там текстуры, собственно, это и есть текстура, ну, в общем, да, всякая вот, в общем, такая вот детализация. Ну, в общем, да, и получается вот такой кристалл, по сути... то, что вы видели, то, что я показывал, это вот оно, там может быть с какими-то нюансами, но зная Blender, в нем нету вот такой вот, скажем так, фичи, которая бы позволяла делать эти преломления света как-то по-другому, потому что ее не завезли, к сожалению, и я более чем уверен, что преломление на фоне это или картинки,
или же просто объекты, которые вот так вот скрыты, и они просто преломляют. Ну, в общем, да, в целом это все. Сам вот этот вот исходник, и не только этот исходник, еще исходник, который я скидывал к себе в Telegram. Еще раз уточню, все то, что я сделал сейчас, я абсолютно ровно то же самое делал и тогда. Вот, поэтому, да, этот исходник я себе закидываю на Patreon, там он по подписке. В целом, это ваше дело, подписываться или нет. Если он вам надо, то, конечно же, подписывайтесь. Вот. Да, в целом это все. С вами был Назарий. Не забывайте делать постобработку после того, как что-то отрендерите, потому что тут можно еще насыщенность подтянуть, там, добавить шероховатость и прочие вот такие вот мелочи, которые я тоже, конечно, всегда делаю перед тем, как что-то показывать. Вот. Ну и, кстати, вот вылез тот момент, когда тут нужен был Area Light. Вот тут не видно вот эту штуку, но, в принципе, а что его уже добавлять-то? Вот. В целом это все. Спасибо и, собственно, до новых скорых видео. Всем пока.